которые мы предлагаем вашей команде. Ну и как результат этой презентации, я надеюсь, будет наше сотрудничество, уверен, будет долгосрочным и взаимовыгодным. Ну а подробнее обо всем расскажет самый старый и самый мудрый из нас, генератор идей, мой канадский друг и по совместительству президент компании. К сожалению, не могу сделать громче, потому что я пульта не вижу, но мне кажется, мы будем говорить чуть громче для того, чтобы время нахождения скоро должен закончиться. И раз, два, три, нет. Музыку, вот, хорошо. Это, собственно говоря, максимум. Мне кажется, что так, особой разницы я не вижу, да? Как лучше, да? Ближе микрофон. Так прям совсем вот на сцене. Okay, so we start, right? We're already late. Да, мы начинаем, так немножечко сдержались. So this is, it's about batteries and about battery training. So I always like to make sure that I make a list of questions that you want answered. Перед тем, как мы начнем нашу презентацию, возможно, вы уже пришли с какими-то вопросами, возможно, они уже у вас есть сформированы. Давайте мы сейчас их запишем и по мере того, как мы будем проводить презентацию, посмотрим, сможем ли мы на них ответить. Давайте. Первый. So if there's any specific questions that you've always wanted to know about batteries, but we're always afraid to ask. Что-нибудь, что вы хотели всегда узнать о батареях, но боялись спросить. How do you know the capacity that stays in battery? Inside? Inside the battery. Okay. So remaining capacity. Remaining capacity as well. Yeah. Okay. How these batteries difference from the rest of the battery? I mean, dry cell battery. Okay. Dry cell. So differential. What's the difference? In the word innovation, is there something part of technology that service and what customer service? Is there any like innovation that comes with a service and you know, In the product. in a product? Yeah, right. Product. Okay. Because sometimes you know you need innovation that it's not necessary for the product and technology, but for the environment itself. The opportunity charges. Opportunity charge. Opportunity charges. How it's possible? For what reasons? Okay. Еще кто-нибудь? Роберт? Сегодня с нами присутствует также директор по продажам Европы Роберт Кипер, Германия. How to stay awake during battery training. Как не заснуть? Okay. All right. So I'll make sure we cover off these and get those questions answered. Мы стараемся по мере движения нашей презентации ответить на все эти вопросы. So I'll start off by telling you a little bit about our company. Немножко начнем с расскажем о нашей компании. And we'll move into the technology. И дальше продолжим с технологией. As fast as possible. So, You have a remote over there. oh, I'm in control. Okay. You want. Okay, so Discover started in 1949. Discover образовался в 1949 году.
I know I don't look that old. Он не выглядит настолько старым, но действительно в 49 году. And we were mostly in the distribution И business. в основном это была как дистрибьюторская компания. We started in the manufacturing business in 1997. Производство открыло только в 1997 году. We first started manufacturing lithium batteries В первую очередь они начали разработку литиевых батарей for military applications для вооруженных сил. and oil and gas and seismic applications. Да, для нефти, газа, в основном для государственных нужд. In the year 2000, we started our first battery manufacturing facility. В 2000 году они основали свое первое производство батарей. We needed to develop a sealed, maintenance-free Перед ними стояла необходимость разработать герметичную, необслуживаемую свинцово-кислотную батарею true traction battery тягового назначения to replace flooded batteries. для того, чтобы заменять на оборудование батареи с жидким электролитом. The only other company in the world at that time that was producing traction batteries that were sealed На тот момент единственной компанией в мире, которая производила такие батареи, was Sonnenschein. была Sonnenschein. But the technology was gel, Но это была гелевая технология. and most of the applications that our batteries needed to be used in were in big countries with big floor cleaning areas. Чаще всего батареи использовались на оборудовании, которое использовалось в больших площадях, большие торговые центры, большие площадки. Canada, the United States, Канада, Соединенные Mexico, Штаты, Америки, China. Китай. So we needed to produce a battery that had more runtime. Поэтому была необходимость произвести батарею с удлиненным временем работы. So we built a battery manufacturing facility to build traction AGM batteries. Для решения этой проблемы был построен завод. After that, we've done lots of things. После этого произошло много вещей. Battery manufacturing facilities, containerized universal batteries, many things, but it's all innovations and solution-oriented products. После этого появилось много продуктов, такие как автомобильные батареи, потом контейнеризированные батареи для систем, где нет постоянного электрического тока. Но всю эту продукцию объединяла одна вещь. Это всегда было нечто инновационное, и это всегда было решение какой-то проблемы. То есть компания направлена на решение конкретных проблем и задач. We develop products, we make products. The type of products that we make is usually driven from our customers. Our customers tell us what they need and what they want. Большинство продуктов, которые производит компания, направлено на то, что мы получаем ответ от наших клиентов, и мы от наших клиентов, мы нашими продуктами пытаемся решить эти проблемы. So we just don't make a battery. We listen to our customers. Не просто что-то производим. В первую очередь мы слушаем наших потребителей. We build batteries that our customers Мы need. производим батареи, которые необходимы нашим потребителям. So we have research and development centers in Canada, in China, Научно-исследовательские центры находятся в Канаде и в Китае. manufacturing facilities in China, Bangladesh, Taiwan, Korea. И производственные мощности, соответственно, находятся в Китае, Бангладеше, Корее, Тайвань и много в Европейском Союзе. And we have distribution facilities on every continent. So Europe, Russia, South America, North America, Japan, Asia. Наши партнеры расположены по всему миру. Это Южная Африка, Япония, Китай, Южная Америка, Канада, Северная Америка. We run training seminars almost every month on every continent, where we're working with our customers and their dealers, training. Стараемся проводить обучающие конференции для нашего рабочего персонала ежемесячно в разных частях света.
the year 2000, Discovery is the largest supplier of batteries to the battery-powered equipment market. На сегодняшний день, начиная с 2000 года, компания Discovery является крупнейшим поставщиком батарей на сборочные конвейеры производителей оригинального поломочного оборудования. Они здесь все представлены, посмотрите, не только те, которые представлены в Европе, есть компании, которые работают только в Америке, есть компании только в Европе. Но вы их, в принципе, все должны знать. So, I think we have more than 30 original equipment manufacturers. Их, на самом деле, все здесь около 30, на самом деле. So if you're using Tenon equipment or Nilfisk equipment or CleanFix or IPC or Clark or Windsor Archer, most of that equipment will have our specific charging algorithms. Если вы используете одну из этих машин, то можете практически на 100% быть уверены, что она оборудована специальным зарядным профайлом для наших батарей. Already installed. So, we're going to talk a little bit about product. Немножко поговорим сейчас непосредственно о продуктах. So, Мне кажется, что сейчас уже можно говорить без микрофона, да? Что убрал? Лучше делать. Да? Комфортнее. Просто стойку надо как-то. Удобно. Держи ближе. А? yeah, Да я понимаю, да? yeah. So you can read through that if you want. Да. Darwin, Yeah. you cannot read it? You cannot read it. Because you... Oh, my head's in the way. Yeah, you can show it Okay, sorry. I have a big head. So, Есть вкратце, тяговые батареи Vitration Dry Cell, они высокопроизводительные, надежные, относятся к классу необслуживаемых. Конструкция пластин True Traction обеспечивает превосходные цикличные характеристики и увеличенное время работы каждого цикла, что делает серию V оптимальной при выборе тяговых батарей. В данном случае мы рассматриваем, это очень важно заметить, работу батареи на оборудовании с высоким потреблением энергии. То есть в данном случае мы рассматриваем емкость батареи по C3 и C5 показателю. То есть разряд за 3 часа или за 5 часов, что, собственно, свойственно как раз таки использованию батарей на поломочной технике. Потому что есть еще некоторое оборудование, которое разряжает батарею за 20 часов и так далее. В данном случае это не наш случай, потому что я не знаю такой поломочной техники, которая 20 часов медленно, но уверенно выбирает необходимую площадь. yeah. Okay. So, this is talking about traction dry cell. Yeah. So, these two batteries look the same. Эти две батареи выглядят практически идентично. These three batteries look kind of the same. Эти три батареи выглядят почти одинаково. So, this battery you're used to is a gel battery. Это батарея с гелевым электролитом. This battery, so this is a gel cell. This is a dry cell. Это гелевый, это dry cell. And this is lithium. Это литиум. So the difference between Разница. gel cell and dry cell is how the electrolyte or the acid is suspended or held in place. Разница между этими батареями в том, как кислота, how it's controlled inside the battery, how it's то held. есть разница, как кислота заключена и контролируется непосредственно самой аккумуляторной батареей. Very simply, the acid in the gel cell is gel. It's like a gel material. Проще сказать, кислота в аккумуляторе с гелевой начинкой, она заключена в виде геля. The acid in the dry cell is held inside of it's like a diaper, a baby's diaper. Вообще, We should rub one, right? Like a
Кислота в батарее АГМ заключена в сепараторе стекловолокна. Очень похоже на салфетку. But when we make a gel battery, the gel uses up a lot of space. Но когда мы при производстве батареи с гелевым электролитом, гель заполняет много места. Ему необходимо много места. So that means we have to take some plates out. Поэтому нам необходимо уменьшать количество пластин. You can't have as many plates because you got way more gel. Количество пластин ограничено, потому что должен быть гель. So even though the boxes look the same, the technology inside is different. Даже учитывая, что моноблоки и размеры выглядят абсолютно идентичны, технологии внутри абсолютно разные. Cycle life is about the same. Полное количество циклов, предельное количество циклов в принципе одинаковое. But the dry cell Но батарея Dry Cell has about 20 to 25% more power. Но батарея Dry Cell имеет 25-30% больше мощности, соответственно, время работы. So, if you're using like a Sonnenschein GF12076, Если вы используете, к примеру, Sonnenschein GF 12076, 15076, and you need more runtime, и вам необходимо большее время работы от одного цикла заряда, we have a product in the same footprint у нас есть продукт в абсолютно идентичном размере, that will give you about 20 to 25% more runtime который даст вам 25% больше время работы. without changing the size of the equipment. Без необходимости замены батареи на другой тип размера и так далее. Опять же, это все в конечном итоге упирается в стоимость. Now, somebody asked about opportunity charging. Да, кто-то из вас спросил по поводу заряда по возможности. Okay. So, again, simply, Еще раз, да. gel has more resistance. So it's like on your stove. You know, your cooking stove at home. Do you cook with electricity or gas? Еще раз, гель, он обладает... Okay, so let me say that again. At home, on your stove, is it electricity elements or gas? У вас на кухне электричество или газ на плитке? Okay. По-разному. But it's different. Right. So when you the heat on your stove goes hotter and hotter because of resistance when you turn up the knob, right? So when you want more heat on your stove, you turn up the knob. I'm just trying to find the right way to explain the resistance of the gel. This way. Yeah. Huh? Internal resistance. So the internal resistance. So if I try to push electricity into a gel battery, it wants to stop. It resists. Да. Как бы это так сказать сейчас по-русски, чтобы... То есть гелевые батареи обладают большим противодействием току, которым вы пытаетесь зарядить эти батареи. Илья, внутреннее сопротивление. Да. You don't need a draw. Yeah. Гель обладает большим сопротивлением. More resistance, right? In the gel. It's very... There's not too many holes, right? Не так много свободного пространства внутри. In the AGM, there's lots of little micro holes. Технология AGM очень много микропустот. So when you want an opportunity charge, Когда вы хотите дозарядить батарею, the dry cell doesn't mind. It says, go ahead, charge me. I'm easier to charge. АГМ этому не сопротивляется. Он очень хорошо воспринимает короткий заряд. The gel says, don't charge me. Гелевые батареи, напротив, отказываются. Они не очень хорошо воспринимают. So we're going to
talk more about opportunity charging later, but Мы вернемся чуть подробнее о возможности дозарядки чуть позже. if you want to opportunity charge, you need to use a dry cell product. Но если вы хотите дозаряжать ваши батареи, вам необходимо использовать батареи с технологией Dry Cell. Gel cell does not like give you opportunity. Гелевые батареи не любят это. В свое время Sonnenschein даже не рекомендовал абсолютно дозаряжать батареи, иначе батарея слетала с гарантии. Вот наш коллега из Германии, он сегодня это подтвердил. Just explaining that the Sonnenschein is required to make the... Вот подсказывает, и сейчас не рекомендую. Well, even now. Okay, so we'll come back to that. Yeah. Normally this session takes about 6 hours. Да, обычно такие конференции проходят от 6 часов и так далее. But essentially the internal resistance Внутреннее сопротивление in a dry cell battery в батарее с технологией Dry Cell is less меньше, than in a gel cell. чем в батарее с технологией гель. So it's not as resistant to electrical charging and charging fast. Okay. So dry cell ratings here. We're going to talk about ratings, right? Небольшой график работы батареи с технологией Dry Cell. I keep wanting to write on this, but I can't write on it. Все время хочется что-то нарисовать. So, I keep pointing. Can you point? No. So, Green line. yeah, on the ratings. Go ahead. You describe this. I'll let you do that. You won't read it. Good. Yeah, Okay. yeah, I will just translate it. Okay. So capacity, battery capacity. Емкость батареи. If you look at a lot of information that you receive in the market about a battery's capacity, Если вы посмотрите на информацию, которую пишет каждый производитель батарей в техническом листе, so a normal UPS battery or a normal flooded battery, okay, is based on peak performance. в частности, чаще всего каждый производитель указывает емкость батареи на пике емкости, которая достигается по количеству циклов. Количество циклов может разниться, может быть 50, может быть 100, неважно. Когда батарея достигает своего пика емкости, они указывают это как емкость батареи. На самом деле, как мы видим на графике, это не всегда так. But in this industry, Но конкретно в нашей индустрии, when your customers or you are using your equipment, то если ваши непосредственно потребители или вы используете оборудование, they want to clean 500 square meters of floor today, да, им вам нужно убрать 5000 квадратных метров сегодня, and tomorrow, и завтра, and the next day. и послезавтра, и через месяц, и через 2. So what Discover does, Мы заявляем, и что мы делаем, our published capacity, our nominal capacity, when we ship a product, it always starts out, it always has more capacity than we publish. Discover всегда публикует емкость батареи меньше, чем заявлено. Соответственно, если мы посмотрим на зеленую кривую, это батарея Discover. Емкость составляет 225 часов. По факту емкость в этой батарее будет в районе 230-235 часов. We want you to be able to clean that 500 square feet every time, not just in this Мы example. даем возможность убрать эти 5000 квадратных метров сегодня, завтра и через... You lose all this energy, and you lose all this energy, right, in this example. With Discover, we make sure that you get all of this energy throughout the maximum life of the battery. То есть, возможно, вам не очень хорошо видно, но вертикальный график отображает емкость в минутах при разряде постоянного тока в 75 ампер. Соответственно, мы можем смотреть, что батареи, которые мы здесь сравниваем, они практически идентичны по своей емкости. Но батарея Discover в данном случае
будет убирать эти 5000 квадратных метров на протяжении 300 циклов. Вот. В то время как батареи конкурентов будут убирать 5000 квадратных метров, потом 4000, потом 3000. В итоге вам придется либо менять комплект батареи, либо покупать вторую полномочную технику. Just explaining the runtime and the peak capacity during the cycles. Yeah? So, we asked about the technology, okay? A true or a traction product is designed to deliver most of the energy at high voltages. Вы спрашивали по поводу технологий. Технологии производства тяговых пластин разработаны таким образом, чтобы отдавать максимальное количество напряжения, максимальное количество энергии при высоком напряжении. So when you put a load, when the machine is running and the machine is drawing current, right? То есть, когда машина непосредственно начинает эксплуатацию, the battery needs to be very strong, to have strong shoulders. да, батарея должна быть полностью заряжена и отдавать максимальное напряжение. And we determine that by determining how much energy can the battery deliver above at high voltages, above 2 volts И per cell. на графике мы этот момент определяем 12 вольт. То есть это то напряжение, при котором используется, эксплуатируется оборудование. So this is what's important to you. How much energy is delivered from a 12-volt battery above 2 volts per cell? То есть на данном графике показывается то, что наша батарея, естественно, Discover, по отношению к идентичной по емкости батареи, вот, работает выше номинального напряжения 82 минуты. Это, соответственно, ваша уборочная техника 82 минуты работает с невероятной мощностью, больше, чем она даже того потребляет. Соответственно, как бы ниже график нашего конкурента, мы не будем его называть, но при одинаковых условиях он работает всего лишь 24 минуты. То есть после этого ваша полномочная техника начинает сбавлять обороты. So in this test, this battery is actually 130 amp hours. В данном случае батарея конкурента более емкостная, чем наша. 130 ампер часов против 114 ампер. This battery is 114 amp hours. But because in the design, this battery actually provides more energy at high discharge currents. Да. Но в данном случае наша батарея Discover за счет технологии представляет больше мощности, отдает больше мощности при большом напряжении. Yeah. And not just a little bit, a lot. So this battery, even though it's 130 amp hours, it only delivered 14 amp hours above 2 volts per cell. Из батареи из своей емкости 130 ампер часов, батареи нашего конкурента, только 14 ампер часов работает при необходимом напряжении 12 вольт, после чего она начинает садиться. Соответственно, и мощность используемой техники начинает падать. This battery, even though it's a much smaller battery, delivered 3 times the energy of the other one. Даже учитывая, что батарея меньше, она достигла 3 раза больше время работы. So, in essence, in reality, that's the difference. В конечном итоге, в реале это и есть разница. То есть разница, конечно, в минутах. В минутах в квадратных метрах, которые убирают мощную технику. A battery that delivers more energy at high voltages. Батарея, которая дает больше мощности при высоком напряжении. Yeah. То есть здесь мы отображаем разницу между аккумуляторами глубокого цикла с жидким электролитом и батареями traction cell. То есть, соответственно, батареи с обслуживаемым жидким электролитом это низкая стоимость приобретения, но высокая стоимость владения. Соответственно, в нее входят затраты на приобретение электролита, затраты на обеспечение того, что батарею будут обслуживать, непосредственно кто будет обслуживать. Сюда же входит затраты на то, что она будет неправильно обслужена и выйдет из строя до того момента, когда она должна. Опасность утечки серной кислоты, опять же, актуальна для использования оборудования и для зарядки оборудования вблизи
испарения, которые могут плохо повлиять на ваше оборудование. И, соответственно, в наших батареях это все отсутствует. Да? Так как она полностью не обслуживаемая, она исключает все эти опасности. Technology-wise, Да. В данном случае здесь показано, чем мы отличаемся, почему наша батарея АГМ технологии может использоваться при тяговых нуждах, при любых разрядах. Соответственно, это конструкция утолщенных пластин, наши пластины очень толстые. Соответственно, как бы тонкие пластины увеличивают стартовый ток, это то, что мы знаем из обычных аккумуляторных батарей автомобильных. Соответственно, толстые пластины увеличивают время разряда и цикл аккумуляторной батареи. so this battery has more power, more energy Батарея, которая расположена вверху, она более мощная. than this battery. But if you put a heavy load, Но если вы, right, если вы попробуете нагрузить батарею, on both those batteries, this battery will resist and it will deliver more energy. сопротивление батареи с толстыми пластинами, оно будет больше. Батареи, образно говоря, это как сильные плечи, точнее, слабые плечи, сильные плечи. Если нагрузить на них 10-20 килограммов, верх не выдержит, низ будет держать. И так далее. This battery is more Russian. Да. А эта батарея, она более русская, сопротивление, более серьезное. Wow. We need to switch the name, Discover Russia. Discover Russia. We produce for Russia. So I think this gets a little too technical, right? Дарвин не хочет забегать слишком в технологию, вот прям, потому что мы сейчас готовы поговорить о плотности активной массы, о низкой плотности электролита. В совокупности все это увеличивает срок службы батареи и ее тяговые характеристики. But you have thicker plates, Толстые пластины еще раз, the active material более inside those plates is более denser, плотная активная stronger. масса, увеличенная адгезия активной массы. The acid is a lower density Низкая acid. плотность электролита, что существенно уменьшает тепло нагревания внутри аккумулятора. Все мы знаем, что если аккумулятор нагревается, это очень плохо. So the whole design is to produce a battery Общая конструкция производства батарей that will provide its energy many times. будет отдавать энергию с каждым разом больше, длинное, долгое количество времени. Before it falls apart. Перед тем, как оно развалится. If you come to our booth, Если вы придете к нам на стенд, we'll show you battery plates that are мы, falling apart. у нас all kinds есть of на things. стенде пластины свинцовые с пластиномаской, положительные, у нас есть конверт сепаратор, у нас есть пластины, которые уже вышли из строя, там осыпаны активной массой. Подвигайтесь сюда. Все, Вот. поместилось. Ну, приблизительно оно так и выглядит. Это вот то, что происходит с пластиной в период эксплуатации. Соответственно, чем больше активная масса осыпается с пластины, тем увеличивается возможность короткого замыкания или выхода батареи из строя. Процесс необратимый. So I'm going to use this slide to talk a little bit more about opportunity charging. Мы остановимся немножко на этом слайде для того, чтобы рассказать по поводу заряда по возможности. So when we discharge a battery during use, В процессе разрядки батареи okay, opportunity charging can only happen in this area. необходимо запомнить, что заряд по возможности возможен только в случае, если батарея не разряжена больше, чем 50%. So if a customer is going to opportunity charge, Если потребитель, клиент будет подзаряжать батарею, we want him to opportunity charge early and often in his shift. лучше, чтобы
чтобы они это делали пораньше и почаще. You don't want him to opportunity charge at the end of his shift. Не стоит заряжать батарею по возможности в конце его смены, в начале. Because if the battery voltage is already low, Если напряжение батареи уже слишком низкое, opportunity charging in this portion заряд по возможности в нижней части, когда батарея уже разряжена, is like kicking somebody when they're already on the ground. это как добивать лежачего. Okay? If they're already on the ground and you keep stomping on them, Да. Если человек уже внизу и вы пытаетесь его добить ногами, they can't get up. он уже не встанет, скорее всего. But if they're standing up Но если он встанет, and they're a little weak, и он еще не упал, you can beat them up some more. вы его можете еще немножко попинать, пока он не упадет окончательно. So opportunity charging is no problem. It's fine. As long as the battery isn't already. Заряд по возможности абсолютно не влияет на общее количество циклов и на общий срок службы батареи. Пока вы заряжаете батарею вот в этом промежутке 50%. Это важно запомнить. Questions? Вопросы? Сейчас мы сейчас говорим про технологию Dry Cell, потому что только технология Dry Cell заряд по возможности